Добрый день, друзья! Сегодня займемся маленькими орхидейками, которые я получила из Краснодара в размере 1,7. Это было летом. Ссылку на распаковку посылки и обработку этих орхидей я оставлю в правом верхнем углу экрана. Поставщик краснодарский. И все контакты этого продавца я оставлю в описании под видео. Орхидейки были маленькие, совсем маленькие. Из них есть две бабочки. Так, сейчас покажу вам бабочек. Вот это две маленькие бабочки. Это орхидея Санта-Клаус. А это Black Piano. Что же я хочу с ними сделать на данный момент? В те горшочки, в которые я их переставила, имеют внизу небольшие отверстия. И как видно по этой орхидее, которая растет очень активно, корешки начали прорастать в эти отверстия. И потом при пересадке эти корни могут погибнуть. Поэтому мне пришлось увеличить эти отверстия для того, чтобы достать эти корешки, не повредив их. Но пересаживать я их не хочу. Они еще маленькие. И мне бы хотелось их переставить в чуть большие горшочки. Но это не специальные горшочки для орхидей. Это стаканчики для рисования. В них наливают воду для кисточек. И в них нет отверстий. Но пусть так и будет. Не хочу опять делать отверстия, чтобы вот так же прорастали корни. Я хочу достать эти орхидеи, постараться не повредить растущие корни. И переставить в эти стаканчики. Но так как этот стаканчик большего объема, добавлю немного живого мха. Можно добавить и сухой мох. Пусть они еще порастут в этих стаканчиках. Продолжат наращивать корни, листики. Немного повзрослеют. И тогда обязательно сделаем пересадку. Был печальный опыт, когда пересаживаешь такое маленькое растение в грунт, даже если это кора, я уже не говорю о керамзите. В керамзит мне бы таких малышей вообще не хотелось пересаживать. И вот был этот печальный опыт, когда пересаживала, и они после этого очень долго росли. То есть не хватало корневой системы, не хватало объема листиков. И очень замедлялся рост. Поэтому пусть еще порастут в моховых стаканах, немного окрепнут, и только тогда сделаем пересадку.
Например, вот эта орхидея начинает активно растить корни. После того, как она выше предыдущих корней над листиками начинает растить корни, вот эти нижние листики она сбрасывает. И остается всего 5 небольших листиков. И еще смотрите, как интересно. Вот одни орхидеи растят крупные листья. Другие, как это, сначала растит мелкие листья. И когда эта орхидея начнет расти, листья все крупнее и крупнее, вот тогда и нужно делать пересадку в грунт, в котором она будет расти очень долго. А так абсолютно все орхидеи растят корни. Вырастили по одному-два листика, но все-таки они очень маленькие. Все-таки пересадки таких орхидей я делаю значительно позже. Точно так же поступлю и со следующими орхидеями. Смотрите, какие здесь есть чудесные корни. Сейчас все корни орхидеи покажу. Ну, а заполнять мхом каждый стаканчик я не буду, потому что это будет все одинаково. Так, не забыть, где какая орхидея. Помощники пришли. Корни растут не только вверху, но и внизу. Ох, ох, помощник какой пришел. Сёма. Так, Сёма, отходи от орхидей. Иди, вот здесь место есть. Вот здесь. Иди сюда. Сюда. Сюда сидеть. Давай, давай, ложись. Ложись, садись и не мешай. Не мешай, пожалуйста. Давно не приходил. Да. Вот как мне показывать, когда ты мешаешь? Давайте на фоне Сёмы покажу вам, какие корни выросли у этой орхидеи. Эй, Сёмка! Вот так. Обязательно переклею наклейки и названия. Дождемся активного роста листьев и обязательно с вами вместе их пересадим. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Сёма, ну Сёма, ну... Давно тебя не было, да? Ты думаешь, только Сёма пришел? Вот пришел Юля. Вон Вон видно хвост Лаки. Почти ушла Лаки. А самое интересное, тут еще и Ричи. Ричка, ты на Сёму смотришь? Все, ну поздно ты пришел. Съемка-то уже закончилась, да. Да, да, мой хороший. Да. Ну, помурчи немножко. Так, так. А язык высунул от счастья? Не мешай. Ты весь в мху. Мох добавлен во все стаканчики. А кто так лапочкой делает? Кто лапочкой так делает? Ну, я знаю.
очень хочется куснуть меня, и это от любви, да? Ой-ой-ой-ой-ой.